Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Сегодня идет еще один разбор еще одного узорчика. Вот такого плана, крупным планом хочу показать. Вяжется очень просто, но была интересная задумка связать плотный узор, чтобы он с двух сторон смотрелся хорошо. Смотрите, как здорово! Абсолютно идеально смотрится с одной стороны и с другой. Плотно, красиво, аккуратно. И такой зимний вариант, да, узорчика. Предлагаю и такой узорчик занести к нам в избранное, связать образец и подумать, что можно, куда можно его применить, что можно из него связать. Сегодня предлагаю рассмотреть очень интересный узор, достаточно плотненький, нетривиальный, мы таким еще не вязали, но вяжется достаточно просто. Наша задача набрать воздушные петли для образца. У меня слонимская нежная пряжа, крючок 2,75, я всегда вяжу таким сочетанием. Мне нравится это вязание, получается не плотное, не тугое, а вот такое хорошее. Для этого нужно обязательно найти хорошее сочетание. Набрали, делаем накид и провязываем полустолбик. Полустолбик — это у нас когда вот так недовязанный столбик. Накид сделали, 3 петельки на крючке провязываем. Основное вязание у нас будет полустолбик с накидом. Наша задача провязать первый ряд полустолбиками, для того, чтобы потом можно было уже узорчик вязать. Провязываем весь рядочек таким несложным способом. Полустолбики, кстати говоря, очень хорошо при вязании именно плотных узоров, что мы сейчас с вами и делаем. Плотный узорчик. Столбик без накида — это тоже плотный. Столбик с одним накидом — это не очень плотный. А полустолбик — это между тем и тем. Всегда интересно посмотреть. Довязываем до конца ряда вот таким образом. Провязали первый ряд полустолбика, делаем воздушную петельку, переворачиваем. И теперь, смотрите, наша задача какая? Вот в это место, вот так вот, в первую петельку. Неудачно. Еще разочек. Наша задача в первую петельку вот сюда протянуть ниточку и в петлю. Вот. Мы с вами делаем соединительный шовчик или соединительная петля. Переходим просто-напросто, да? Протягиваем ниточку сквозь все петельки. Вот такой у нас второй ряд, узор второго ряда. В каждом втором ряду мы будем делать такой вот шажочек, соединительный столбик. Довязываем до конца ряда и будем вязать что-то интересное. Плотная, теплая, таким узорчиком. Напишите в комментариях, чтобы вы связали. Он плотненький, симпатичный. Самую последнюю петельку, воздушную петлю сделали, развернули вязание, сделали накид. И теперь смотрим. Первую петлю мы пропускаем, между столбиками вяжем полустолбик, между, делаем накид, попадаем между и вяжем полустолбик. Вот такое интересное вязание, причем узор двухсторонний, непонятный абсолютно. Даже если бы была схема, тоже
было бы непонятно, но достаточно интересный в плане плотности. Делаем накид между столбиками, провязываем полустолбик. Это когда у нас 3 петельки на крючке с накидом между вот такой сверхплотный простенький узорчик. Применение большое количество. Предполагается, что это у нас узор для пледа, для детского одеяла, а по факту таким узором можно и теплую кофточку связать. Смотрите, какой узорчик интересный. И непонятно, как это вяжется. Согласна с вами. Свяжем образец, занесем вязание в свою копилочку. Пусть оно у нас будет. Провязали. И в самое начало тоже нам нужно закрепиться. Воздушную петельку делаем, разворачиваем вязание, пропускаем первый столбик во второй. Мы с вами вяжем соединительный столбик. Такого узорчика у нас точно не было. Вот. Получается вот такое интересное вязание. Оно, чем мне нравится, мало то, что плотное, оно двухстороннее. Согласитесь, мало таких узоров, которые у нас односторонние. Обычно, если красиво с одной стороны, то не очень с другой. А здесь у нас вязание сверх простое. Вот оно у нас такое. Причем нужно не затягивать вот этот ряд соединительный, потому что ниточка, вязание немножко тянется. Не хотелось бы. Вот такая красота получается. Мне нравится, а вам? Просто непонятно. Если бы это была схема, было бы, наверное, сложно понять. Но у нас с вами есть видео. Воздушная петля, разворачиваем вязание. И между столбиками, так вот, провязываем между полустолбиками, провязываем полустолбик. Получается узорчик у нас как бы в шахматном порядке, но плотный и аккуратный. Смотрите, очень мне нравится, очень красиво и необычно. Такое чувство, я подумала, что это тунисский крючок, если бы не знала. А как вам узорчик? Мне очень нравится сочетание. Один рядочек у нас полустолбики. Так. Один рядочек полустолбики. Я подумала, что дырочки мне не нравятся, надо глубже. Не вот сюда, а вот между. Провязывать чуть глубже. Первый ряд у нас идет полустолбики, второй ряд соединительные столбики. И сочетание этих двух узоров дает прекрасный плотный узор. И шапочку можно связать таким узором, и тот же плед можно связать таким узором. Воздушная петля, разворачиваем вязание, одну петельку пропускаем, в следующую вяжем соединительный столбик, не натягивая ниточку. Это самое главное, потому что ниточка, не то что ниточка, а вязание, оно как-то затягивается. Предлагаю повязать несколько рядочков, посмотреть, как получится узор. Вот такой получается узор. Симпатично, согласитесь.
как рис, что ли, я бы сказала, если бы это был узор спицами, да? А у нас вот он такой наш, с крючком связанный, плотненький, симпатичный, двухсторонний, что не радует абсолютно, и достаточно плотный. Наша задача придумать, что связать можно таким узором. Пишите комментарии, куда можно использовать такой плотненький, аккуратный узор. Всем огромное спасибо, кто досмотрел ролик до конца. Пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч!